Всем привет! В этом видео я поделюсь рецептом торта медовика без раскатки коржей. Коржи получается с насыщенным вкусом меда. Это самый вкусный медовик, который я готовила и который я вообще пробовала. Если вам интересно, смотрите дальше. Нам понадобятся следующие ингредиенты. В ковшик кладем мед, сахар, сливочное масло и ставим на плиту, греем, помешивая до однородности. Добавляем сметану, перемешанную с содой. Греем на низкой температуре, помешивая до нужного нам цвета. Это примерно 5-7 минут. Вначале появится пена, но со временем она осядет. И тогда лучше будет видно, какого цвета эта масса. Греем до такого светло-карамельного оттенка, так как после остывания масса еще станет более темной. Ковшик снимаем с плиты и остужаем массу. Массу можно остудить в этом же самом ковшике, можно переложить в другую емкость. Я ковшик кладу в холодную воду, так очень быстро масса остывает и можно сразу приступать к дальнейшей работе. После остывания масса стала густая и темная. Добавляем яйцо и перемешиваем. Добавляем просеянную муку, все перемешиваем до однородности. Должна получиться однородная масса, как густая сметана. Беру противень 30 на 40, ставлю пергамент и наливаю все тесто. Распределяю равномерно. Также можно выпекать и в форме, в кольцах. Но, конечно, если выпекать на противне, у нас сразу выпекается вся порция теста, и это экономит время. Если готовить торт маленького диаметра, то так удобно выпекать один большой бисквит и потом вырезать нужного размера коржи. Выпекаем 170 до 180 градусов. Тут вы смотрите по своей духовке. Я выпекала 170 градусов. Выпекаем до сухой палочки. Визуально видно, что верхушка подрумянится, станет бисквит сухой. И, конечно, втыкаю сухую палочку, проверяю готовность. Снимаю бисквит с противня. Остужаю. Остужается он очень быстро, буквально через 10 минут он уже остывший. Сразу вырезаю нужного мне диаметра коржи. Тут не надо ждать, пока бисквит стабилизируется. Не надо отдельно раскатывать коржи. Очень удобно, быстро. И самое главное, что сам торт получается насыщенным вкусом меда. Я вырезала кольцом 14 сантиметров в диаметре, и у меня получились 6 коржей. Бисквит получается очень красивого оттенка, вот прям напоминает такой насыщенный медовый торт, пористый, яркий и запах, и вкус меда. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш торт был вкусный, обязательно использовать качественный мед. Тут не подходит мед из магазина. Это уже не мед, это просто сахар. Это, конечно, относится к любым медовикам, но к этому особенно, так как этот бисквит содержит больше меда, чем сахара. Для крема я использовала сметанный крем со сливками. Пропорции сметаны и сливок может быть разные. Также сметану мы можем использовать разной жирности. Так как я спешила поделиться этим рецептом, в этом видео у нас не будет, как я украшала и декорировала этот торт. Это я вам покажу в следующем видео. Такой торт пропитывается буквально за час. Через час он уже идеальный для дегустации. Это происходит
очень-очень быстро, так как коржи влажные, нежные, мягкие. Дополнительно нам идет сметанный крем, который очень быстро пропитывает коржи. Как я уже сказала, этот самый яркий, самый вкусный, я бы даже сказала, самый настоящий вкус торта медовик. Вкус настолько насыщенный, что все другие медовики даже не сравнить. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!